Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим сегодня такой расклад. Как будет развиваться волнующая вас ситуация или какой-то волнующий вас вопрос. Можете, эту ситуацию продумать хотя бы там в 2-секундных, не знаю, описаниях, да, вот, или просто задать вопрос. Как, что, вот по этому поводу. Если карты будут говорить определенно что-то, буду говорить. Если что-то вот энергетически, да, вот саму ситуацию описывать, может быть, не будут, а энергетически подскажут, как правильно поступить или чего ждать. А может и то, да. Ну, как раз вам будет на руку, как раз вам будет ответ. Так что давайте, думайте, задавайте вопрос и проговорите, да, свое имя. Вот. И смотрим, какой поток, что принесет. Сначала, как всегда, сигнификация. Вот. Сигнификация. Дороги какие-то около вас. Ну, вот эти крысы выпадали один раз. Крысы тоже лазят. Угу. Вы сейчас смотрите просто вот прямо на свою судьбу. Да, за спиной есть люди, которые и завидуют, и чего-то хотят от вас, прям чтобы вы делали, чтобы вы, не знаю, вот постоянно были на связи. Есть люди, которые сплетничают. Такое есть, да. Но вы смотрите на свою судьбу, и в ваших руках многое изменить уже сейчас. Вот так они выпали. Мужчина, если вы смотрите, тоже рядом. Перекручивайте немножко на себя, оно как-то вот так оно вышло, смотрите. Вот так. Вот. И знаете, здесь еще могу сказать, в вашей жизни на данный момент происходят какие-то реально сильные изменения в том, что вы даже не обдумываете, в том, что вы даже не берете в голову, либо уже, извините за слово, забили на что-то, да, говорят иногда. Но что-то такое вот происходит уже. Как будто бы вас немножко даже подталкивают навстречу. Вот какая-то встреча на днях будет. Либо очень сильный разговор такой вот весомый. Я здесь еще вижу такую вот энергию. Она именно вот ваша, действительно ваша. Но энергия натянутой струны. Энергия натянутой струны. Король, дама, солнце. Внешне вы можете казаться абсолютно спокойным по солнышку. Но знаете, как вот тут солнце вышло, но я вижу энергию холода. Здесь выходила эта гора со снегом. Вот и солнце есть. Вот внешне, да. Что-то такое вот, что-то ощущается, как холод. Вот как внутри вас
штормит. Вы, может быть, постоянно прокручиваете в голове один и тот же сценарий. Ну, наверное, пытаясь все проконтролировать, что ли. Какой-то сценарий, какой-то действительно идет энергетический поток, как снег тает с горы, потому что есть солнце, но все равно здесь есть холод, шторм и постоянный, как же это описать? Смотрите, как человек вы можете даже быть спокойным. Но при малейшей какой-то вот что-то кто-то задел, что-то вот нечаянно там упало, вы вздрагиваете. Вот такое я вижу здесь. Поэтому здесь как будто бы вот как близнецовое пламя, как будто бы два человека бьются сейчас в вас друг с другом. Один горячее солнце, другой вот эта вот гора, которая закрыта или для которой вот что-то закрыто, и холод. Есть и шторм, потому что идет ветер. Я такую картину вижу сейчас. А что вы в голове прокручиваете? Какой сценарий? Ну да, как будто бы реально вы пытаетесь проконтролировать что-то. Коса, якорь. Ну, цветы — это прекрасно, это долгие года жизни. Что-то вымести. Хлопоты. Каждодневное вложение. Девятка — это как мыслей очень много. 9 пик. У вас может быть ощущение физической тяжести в плечах, есть такое, будто вы реально несете груз, какой-то груз, как будто бы за двоих. Мужчина-женщина. Мужчина-женщина. Здесь еще и туз выходит, но как будто бы мужская энергия. Мужчина-женщина. Но как будто бы реально... Сейчас еще пару карт, и я скажу. Прошлое, двоечка. Тройка кубков. Ну, такое... Как будто кто-то вот влез в вашу жизнь. Дай, дай, дай. Вот такое вот дай. От тебя зависит. Только ты можешь. Ну и штормит, да. Хотя любовь в вашу жизнь вот как будто рядышком. Любовь в вашей жизни есть и будет еще десятка кубков. Говорю, есть сейчас и будет. Любовь будет и есть, как говорится. Смотрите, вы реально натянутая струна. Есть у вас такое, что вы действительно ощущаете вот физическую тяжесть в плечах. Будто вот вы встаете утром, вроде бы выспались, ладно, ну, может быть, там не до конца выспались, но все равно как будто бы очень, как будто всю ночь работали физически. Вот все болит, или как будто ломает, или как будто опять хочется лечь спать, либо куда-то вот уехать, но не туда идти, куда надо. Очень сильно... Знаете, вот сейчас прочитать реально тяжело, потому что здесь одно на другое запрыгивает, как будто бы и солнце, и ветер, и вода, и какой-то электрический разряд даже. Очень тяжело прочитать. И, наверное, слишком глубоко залезла, здесь не надо было. У вас... Вот вы смотрите, реально, вот как вот идете, смотрите, там солнышко, дождик, все нормально, но чуть-чуть и вздрагиваете. Переизбыток внутреннего просто наслоения чего-то плохого. Я очень сильно здесь вижу, что вы из этого выходите. Я еще вначале увидела, что идет какая-то перестройка. Как бы сигнификация. Дальше я буду смотреть, что по вашим вопросам. Но
Сигнификация — это вот вы в этой энергии сейчас находитесь на сегодняшний день. Есть еще у вас такое, я вижу, что вы постоянно... Вот телефон, никто ли не прислал смс-ку, а что надо вот что-то прочитать, либо что-то посмотреть, либо вот кто-то должен позвонить. Вы постоянно вот телефон, телефон, телефон. Вроде бы он вам и не нужен толком, но то ли это уже привычка, то ли реально вы на нервах из-за какого-то события, либо из-за какой-то жизненной ситуации, либо из-за какого-то человека, который близок вам. Вы постоянно переживаете. Есть еще, где вы действительно считываете информацию, чтобы не ошибиться. Потому что я вижу вас очень, очень серьезно, очень таким вот сильным и умным человеком. О, посмотрите, 5 жезлов — это предпобедное состояние. Это когда вы действительно знаете себя, но почему-то отказываетесь от чего-то. Либо нужно сделать шаг вперед, чтобы получить свою победу, потому что после 5 идет 6, а это победа. В своей жизни это выполненные желания, там, улучшения какие-то в каких-то вопросах. Но вы то ли стоите на месте, очень волнуясь, не понимая как, что, когда, зачем, либо вы даже делаете назад шаг. Вместо вперед вы назад. Вы уже во что-то даже и не верите. Хочется даже вот как вам сказать, я не верю уже в это. Я не верю, допустим, в человека, который будет рядом со мной, потому что постоянно только на мне все. Как пользуются вами, да? Вот что-то еще такое в голове есть. Такие мысли у вас. Ой, у меня аж голова сейчас заболела, и в районе глаз. Не затылок, не виски, а именно как с глаз начинается. Вот глаза, лоб и пошло. Вот что-то такое, как импульс с этого расклада идет. Как импульс. Знаете, вы сейчас 100% на своем месте в жизни, но карты говорят, что кое-где вы действительно останавливаетесь вместо того, чтобы идти. Что-то вас держит. Либо мысли, надо двигаться. Либо мысли держат, либо ситуация, которую вы не можете изменить. Но тогда нужно изменить свое отношение к этой ситуации для себя, самого любимого человека. Вот как-то так. Как-то так карты хотят сказать, подсказать. Высшие силы. Ангелы, вы здесь? Колесница. Это дар, да? И тем более они не где-то стоят, они двигаются и вас собираются двигать, проталкивать. Да, ангелы сейчас рядом. Колесница хорошо ответила на вопрос. Ангелы сейчас рядом. Что вы хотите сказать? Иерофант. Ангелы сейчас рядом. Иерофант, как проводник. Ты на пути, на правильном пути. Не закрывайся. В твоей жизни были обманы. 7 опять идет. Только сейчас все будет по-другому. Знаете, такое впечатление, что карты хотят сказать: ты сама или сам, себя не понимаешь. Вы знаете, мне реально тяжело читать эту информацию. Я сегодня не так это... Я чувствую сильно, но я путаюсь. Как будто бы через вот этот поток, который я не могу ухватить, хотят встрепенуть вас, раз вы здесь на раскладе.
Знаете, вот я чувствую, и я хочу это сказать здесь. Я знаю, как сильно тревожит вас какой-то вопрос. Именно сейчас, вот, может быть, даже тревожит. Кажется, как будто бы почва иногда, вот, а то и постоянно уходит у вас из-под ног. Но правда в том, что мир ваш, вот в вашей жизни, он не рушится, а меняется в данный момент. Вот самое основное такое со всего этого. Но здесь реально как будто вам кажется, или это карты хотят этого так сказать, да, ваше ощущение, что мир рушится, все плохо, и у меня ничего не будет хорошо, а когда же оно будет все никак? Оно меняется, оно не рушится. Вот это точно для вас посыл. Вот кто здесь сейчас на раскладе, это ваше. Это ваши, это ангелы через Иерофанта, через этот посыл хотят сказать: мы с тобой, и здесь нет обмана. Мы всегда тебя закроем от этого. Шестерка жезлов. Твоя победа у тебя в руках. Ты скоро будешь в этом. Вот что хотят сказать ангелы через этот расклад. Они здесь. А кто? Будешь открывать себя? О, десятка жезлов. Их как будто много, и в то же время может быть и один. Луна, лунный. Вам ангелы помогают выйти из каких-то трудных действительно ситуаций. Вот сейчас очень сильно помогают. И по Луне вам, ну скажу так, как расклад общий, но кому-то из вас недаром показалось, сейчас, недаром, вот действительно, как вот не зря, давайте так, не зря показалось, что вы что-то прочувствовали, почувствовали, либо даже кого-то увидели, оглянулись, либо сон, у кого-то, может быть, и сон был. И как будто бы это образ человека или ощущение рядом человека, которого уже нет, вот как ангел. Он реально как будто подталкивает вас. Я защищать тебя буду всегда, говорит ангел, от всех трудностей, тяжестей. Во все стороны смотреть буду. Иди прямо, у тебя идет исправление. И в очень хорошую сторону, в лучшую. Ну давайте посмотрим действительно на ситуацию, вот то, что около вас, вот честно, без лишних иллюзий. И найдем, попробуем с ангелом, да, найдем тот самый выход, который вы, возможно, вот прямо сейчас упускаете из виду. Даже такое может быть. Давайте смотреть. Реально давайте смотреть. Так, этой колодой крест сделаю. Середина, в головах, ногах было будет. Выметать леса. Крысы. О-о-о. Вымести лесу, крыс, да, что было? Ну, было, в принципе, с одной стороны, как бы пиковая масть. И слезы были, и какие-то проблемы, которые приходилось решать, но вы их решали. Сад и исправление. Все-таки восьмерка, пик, это, да, это тяжеловато, но вы выходили, вы справлялись. И будет мужчина и тучи. Тучи разгоняются, расходятся тучи. Ну, это шестерка, да. Ну и здесь шестерка пик. Дороги. Ждите дороги и выход из каких-то сомнительных реально и непонятных ситуаций. Что-то новое строится в вашей жизни.
как дымка уходит, тучи уходят. Открываются дороги к построениям новым. Ключ. Мужчина. Корабль дороги. И древо. Древо судьбы, древо рода. Но подмести, да, перекресток. Ситуация не стоит на месте. Она переходит в активную фазу. В ближайшее время для вас будет как действительно порогом, и у вас будет ключ. Вот такое что-то. В ближайшее время вам поступит знак какой-то. Либо очень-очень говорила уже важный звонок. Может быть даже событие, которое вот разгонит этот туман, эту тучу уберет. Ожидайте перемен. Даже если они кажутся неожиданными или какими-то не такими, ожидайте перемен. Вы на пороге этих перемен. Ждите ситуацию, которая просто вас вытолкнет из вашего вопроса. Реально. Вы как будто бы действительно подметаете сейчас, себе разметаете, не знаю, там прочищаете путь на новые возможности. Вот тут в конце расклада, то есть на дне колоды вот этот перекресток, да, или раздвоение, но вы себе подметаете эту дорогу. Ловушки есть. Почему мне еще тяжеловато сегодня читать этот расклад? Я его вижу, но мне тяжело его вытащить. Ловушки. Какие-то ловушки есть. Чего опасаться? Какую колоду взять? Вот эту еще. Какие-то ловушки. Ух, и странный расклад. Обнуление. Верховная жрица. Туз жезлов. Ну и какие-то рыцарские дела, похождения. Да, карты. Что-то такое вот несут. Остерегайтесь действовать на эмоциях, потому что Верховная Жрица больше как замкнутое пространство. Все будет решено в лучшую сторону, но остерегайтесь действовать на эмоциях и принимать поспешные, опять же, решения, как то уже было. В ваших руках очень большой посыл, в ваших руках очень интересные, сильные перемены. Сейчас период растущий какой-то вот, ну не знаю, луны, не луны, но чего-то растущего. Вот что-то растет, как будто дышать становится легче. Легко, да, кстати, вот в этот период легко поддаваться панике, но вот здесь вот как паника такая, да, или пойти на поводу чужих советов и ждать какого-то человека, ждать каких-то результатов и не действовать. У вас действительно есть открытый путь, и у вас ключ в руках. Но если вы закроете себя и пойдете на поводу каких-то людей в ближайшее время, либо будете действовать в панике, да, на эмоциях, то вы ошибетесь. Потому что есть и лисы, и крысы. Вот вам надо это подмести. Вам надо даже себя очистить, свое тело, свою душу очистить. Не позволяйте страху затуманивать ваш здравый расчет. Даже так могу здесь сказать. Честно, не могу. Вот я то, что вижу, то, что мне идет как информация даже, я говорю, но я не могу ее открыть сильнее. Или сильнее дальше некуда. Просто обычно другой посыл, другая энергия. А в этом раскладе, не знаю, кто сейчас до сих пор еще со мной, ну давайте дальше посмотрим. Может, даже кто-то уже и ушел, потому что непонятно. Ну, если честно, мне непонятно. Почему такая энергетика?
Слушайте, может быть, кому-то из вас вот реально понятно, что это, потому что у вас сейчас это внутри. Внутри, именно как на далеко-далеко на внутреннем уровне, даже который вы уже забыли, когда выпускали, да, вот эту энергию какой-то вот большого выдоха, вздоха, да, как сжато, и оно там сидит, как будто бы вот, не знаю, как мухи в баночке. Слушайте, напишите, кто до сих пор еще со мной здесь. Вот. Потому что я не знаю, как будет развиваться волнующая вас ситуация и волнующий вас вопрос. Вот такой вот такая тема была. А здесь конкретно, как будто бы все эти ситуации, вопросы не важны, во всяком случае, настолько, насколько сейчас важна вы или важен ты. В общем, давайте так скажу. Важен ты как человек в этом мире. Понимаете? Ангелы сейчас хотят сказать, вся Вселенная, вот этот Иерофант выходил, они сейчас хотят сказать, что на сегодняшний день, как я вот прочувствовала и пытаюсь передать, вы себя успокойте, расслабьтесь и немножечко пересмотрите себя, что у вас не так. Что у вас не так? Как будто бы вы действительно в каких-то вечных дорогах, в каких-то вечных, ну по вот этому всаднику, ожиданиях. Вы ждете счастья, оно будет у вас. Но почему вы наперед переживаете и настолько сильно себя травмируете? Ваши вопросы, ваши ситуации, да, они больше как «а что у меня будет летом?» Это обычный вопрос. А как мне поступить в отношениях с человеком? Допустим, он младше меня, либо сильно старше. Допустим, мы вот общаемся, и как будто бы не знаю, а что дальше будет там, вот как оно произойдет. Понимаете, сейчас карты говорят, какой бы вопрос у вас ни появлялся в голове, вы ему ищите альтернативу для себя, своих шагов. Если у вас не получается в отношениях, возьмите себе радость. Возьмите себе, а давай-ка я вот повеселюсь, вот куда-то поеду и все. И не буду ждать вот это. Он сам, этот мужчина, за вами побежит, если он вам по судьбе, и ангелы его пустят. Потому что ангелы хотят счастья. Ну, мужчина, смотрите, там женщина, да, вот если у вас в отношениях с женщиной что-то вот, ну не так все, хотелось бы по-другому. Возьмите реально себе такое, чтобы, ого, так это он, она такая, да? Это он такой, а я даже не знала, не знал. Вот так люди будут говорить, вот так ангелы хотят сейчас подсказать. Я поэтому и запуталась вначале. Я вижу информацию, но я не понимаю, как она влияет или вообще как она там касается вот всего вопроса, что вот я сначала задала, да, вот мы с вами, как будет развиваться там все это волнующее. Просто себя. Если у вас ситуация вот с личной жизнью, то вот возьмите себе вот отдохни. Сама по себе или сам по себе, давай вот это сделай, радуйся. Ох, такие люди хорошие к вам просто приклеются. Хорошие, потому что только для них будет открыт путь самими ангелами. Потому что ангелы сейчас как раз вот этот вот так вот этот шторм, да, делают, и чтобы вот то, что штормило вас, перекинулось на другой шторм, на более нормальный шторм жизни. Потому что жизнь тоже, она же не какой-то там уголок. Она тоже такая интересная. Вот такое. Если у кого-то из вас это вот страшный суд, это старший аркан 20-й. Это сила небес. Они сейчас с тобой разговаривают.
через этот расклад. Они. Вот кто сейчас до сих пор со мной еще, вот этот реально ваш расклад. Как всегда говорю, кто до конца доходит и чувствует, да, это мое, это ваше. И у вас будут перемены. И здесь идут именно подсказки. И тут на YouTube-канале, на моем YouTube, идет энергия вам защиты и исправлений, которую вы впитываете через то, что слушаете сейчас. Через эти карты, этот посыл. Это старший 20-й аркан высших сил выходит. «Я проведу тебя», — говорит карта. «Я с тобой», — говорят ангелы. Ситуация не стоит на месте, ваша жизненная. Она переходит в очень активную фазу. В самое ближайшее время вам поступит знак, реально какой-то знак. Но то, что я говорила, я хочу еще раз сказать. Вот я и говорю это. Ловушки. Ну, есть такое, я тоже уже сказала, вы уже поняли. Вы уже поняли, да? Что чужие советы не слушайте, не позволяйте страху там затуманить вас. Ну, что-то в этом роде. Ну вот, затуманить тучи, да? Карта отвечает. Что делать, что действительно нужно? Угу. Здесь идет гроб, дальше крысы. Здесь идет кольцо. Кольцо — это золото, это продление, это то, чему сердце радуется. Это туз, треф, который открывает и казенные дороги, и свои личные дороги для вас. Да? Здесь получается так. Вам необходимо сделать какую-то паузу, чтобы не нарваться вот на эти плохие ситуации из-за людей, потому что они пусть сами себе забирают то, что хотят вам сделать плохое. Они заберут это себе, хотя кто-то на вас действительно что-то очень плохое посылает. Поэтому и еще и это закрывает здесь нужный посыл на раскладе. Частенько бывает в последнее время. Ну, не всегда, но бывает, в общем, что мне тяжело открывать еще потому, что кто-то пытается закрыть вам решение вопросов, проблем, ваши глазки закрыть просто, да, на что-то нормальное. Вот эти крысы, они гроб получают, а вы получаете освобождение и защиту. Потому что так сказали ангелы. Раз вы здесь, вы это реально берете уже через этот расклад. Вам действительно надо сделать какую-то паузу и пересчитать свои ресурсы. Это время свое, вечно потраченное, и бежит то время, и там не была, туда не ездила, с тем не разговаривала, ну что-то типа этого. Деньги свои, может быть, да, пересчитать, что-то отложить и не тратить все впустую. Вот что-то такое, может даже копеечку отложить и на нее сказать, а вот к ней пусть прибавляется все остальное, что мне по судьбе, весь денежный поток. Силы свои, это тоже ваши ресурсы. Силы, как это? Ждешь, гонишься, а вот когда-нибудь, и как потом, а потом еле-еле-еле ходишь. Силы свои, здоровье поберегите сейчас, именно в этот момент. Силы всегда будут с вами, ангелы всегда будут с вами. Но вам нужно взять это кольцо и не упустить момент стать счастливым человеком. А вот это все, да, то, что на вас хотят просто кинуть, куда-то вас спустить в какое-то вот подземелье, да, вот в какую-то яму, эти крысы будут получать обраточку хорошую. Все дороги к ним будут возвращаться. Потому что круг, вот этот замкнутый круг, и вы в этом замкнутом круге, как под оберегом высших сил.
Отпустите, да, вот тут еще можно сказать по этим картам, отпустите суету. Императрица. Какое свежее вот дыхание, свежая какая-то гармония, да. Вот говорите, я императрица. Мужчина, а вы говорите, вы император. Даже по этой карте вы говорите, я император. Девочки мои хорошие, императрица. Здесь действительно нужно отпустить суету и немножко заземлиться, как будто бы вот она, да, вот как красивое такое поле, цветы, свежий воздух, ну как заземлиться. Составьте себе четкий, ну можно сказать, материальный и эмоциональный, ну либо или эмоциональный план на несколько дней, либо на ближайший месяц. Это будет большой-большой козырь в ваших руках. Серьезно. Вы сейчас на этом раскладе как самое большое энергетическое поле. Несмотря на название этого расклада. Вы. Да, говорю, может быть, еще у вас есть такая ситуация, которая над которой вы не можете ничего сделать, вы не контролируете. Это кто-то, это даже много-много, какое-то общество давит, да? А что вам делать? А как вам быть? Себя. Вам здоровья надо, потому что когда разрешится вопрос, в который вы не можете влезть, вы будете в здравии. И вы будете тогда, возможно, даже править какими-то ситуациями в своей жизни. Либо ваши дети пойдут вот в этом здравии, в этой силе. Ну, может быть, дети, может быть, внуки уже, может быть, и не уже, а вообще вот когда-нибудь будут внуки у кого-то из вас, и вот они вот будут вот этим сильным звеном. Понимаете? Вот эта сила, которая сейчас на этом раскладе берется, вот как накидывается на вас и берется как основным ключиком к вашей дороге, вашего счастья и вашей долгой нормальной жизни. Помните, что вот этот, может быть, месяц, год, карта силы. Это время, когда сила делает неожиданные повороты в лучшую сторону. Это не вас сильно куда-то давят уже, а уже вы эту силу берете. Тут не надо много карты даже. Карты сами по себе открывают с одной всю ситуацию. Наконец-то вот под конец уже начали открываться более естественно. Вот этот год, да, в который вы смотрите этот расклад, вот этот месяц, они для вас сила. Это реально все вместе здесь, как колесо, да, колесо, вот как это колечко, колесо фортуны. И оно делает неожиданные повороты. Доверьтесь процессу. Сделайте первый какой-то практический шаг уже сегодня. И вы почувствуете, как контроль возвращается в ваши руки. И вы реально будете получать то, что давно-давно ждете, или что не получается, и настроение такое, и все болит. Вы реально измените ход событий собственной жизни, и к вам придут люди, которых вы ждали, вот эти вот ситуации, которые волнуют, да, на разрешение придут. Вопросы решаться начнут. Вот вопросы реально начнут решаться. Опять Верховная Жрица выходит. А Верховная Жрица, жди перемен, неожиданных перемен, но очень сильных и хороших. Туз мечей. Выше, вот эти ангелы, да, можно даже так сказать по этой карте. Ангелы на страже стоят, берегут тебя, да и ты сама, да, сможешь решить свой вопрос уже вот на днях даже. Король мечей, мужчина. Здесь взвешивание ситуации и выход из какой-то
качелеобразной ситуации. Девочки мои хорошие, вам мужчина какой-то поможет. И в принципе в вас эта сила. А мужчина вы сами себе. Кстати, и вам может какой-то мужчина еще помочь, да. Здесь уж точно я вижу энергию мужчины, который с весами, вот взвешивание и распределение этих энергий, чтобы эти качели жизненные наконец-то действительно остановились немножечко. Вот, выход на лодке, да, из тяжелых ситуаций, вопреки всему, к своему счастливому берегу жизни. Если вы чувствуете себя действительно уставшим и что-то болит, постарайтесь переключить себя на более позитивное что-то, чтобы больше позитива, потому что реально вас как будто бы что-то постоянно пугает, либо вот даже не знаю, как еще сказать, реально страх какой-то идет. Вам надо из него выходить, он уже чересчур. Как вода из чашки, да, выливается уже. Карты говорят, не закрывай себя. Не закрывай себя, как в раковине. Не закрывай себя, как человек, который не может что-то. У тебя в руках... Вот, пентакли, у тебя в руках жезл, и ты идешь к своей победе. Очень сложный расклад, реально, но очень сильный. Серьезно, очень сильный. Но давайте я еще напоследок посмотрю по вопросам. Я думаю, что четко, да, четко на какой-то вопрос, возможно, тут карты и не хотят открывать вот полностью ответ, да, но основная энергия, чтобы исправить свою ситуацию и получить в жизни, в своей жизни уже открытый, честный, правильный ответ, исправления, да, чтобы хватит уже волноваться, теперь буду радоваться. Вот в этом раскладе на вас пошло, в этом раскладе вы это получили. Однозначно. Ну, давайте посмотрим еще. Если у вас действительно есть вопросы по поводу вот мужчины, младший, старший, но как-то вот сложности в отношениях, да, все никак не получается раскрыть что-то, изменить. У вас идет победа, выход из трудностей. Луна говорит о том, что свое счастье, семерка кубков, свое счастье ты получишь. И, скорее всего, когда отдохнешь и действительно приведешь свой внутренний мир в порядок, потому что снаружи ты идеальна или идеален. Скажу вам так по картам, однозначно. Однозначно. Внутри какая-то проблемка. Вот внутри ее решите, скидываете, на победу идете и исполнение желаний. У вас с мужчиной будет отлично все. Реально. Но он сам за вами будет бегать потом и бояться потерять будет. Потому что вы начнете себя, вот вы поспите вот эту ночь, и вы встанете в здравии, и вы решите для себя что-то веселое, и у вас так глазки будут гореть, у вас так плечи распрямятся, что за вами еще будут бегать еще дополнительно. Однозначно по вот этим картам в личной жизни. Однозначно. Потому что слишком много на себя берете, и кто к вам подойдет? Слишком много. Вы как будто сами себя вот этими проблемами, страхами, переживаниями, не разрешившимися, там, не знаю, не открывшимися вопросами, вот вы себя вот закрываете вот этим забором из этих жезлов. А нет, ну тут же идет победа. Здесь идет вот поспи и утром начинай. О, семерка кубков. Высшие силы, они в середине всего. Они сейчас очень хотят, чтобы ты это услышала, услышал. Очень хотят. Даже по этой карте. Он пальцем показывает на кубок, а кубки сверху, они всегда как сила Вселенной. Снизу наше желание, ну можно так сказать, там в принципе по картам немножко различается,
Но в основном так, что есть наши желания и есть желания ангелов. И вот на них обрати внимание, услышь и сделай. И твои желания тоже начнут в руки к тебе спускаться. Вот. Ну что еще карты скажете по поводу волнующей ситуации в жизни вашей, вокруг вас, да? Вот. Может быть, вы не в той стране сейчас, может быть, вы хотите переехать или наоборот, чтобы в вашем доме больше света, радости было. Ну, что-то типа вот сложившейся ситуации. Это переезды, это покупки, это от вас что-то независящее, это погода, может быть, я не знаю, что еще. От маленького до большого, в общем. С этим как? Как будет развиваться? Что будет? Победа. Но это как бы больше как предпобедие, да? Ну, потому что победа уже здесь вышла. А это это рядом. Вот все рядом. Все взаимосвязано, потому что карты реально кричат: с себя начни, и ты увидишь, насколько сильно изменится твоя жизнь в лучшую сторону. Но победа, как бы вот, можно еще, сейчас я положу, еще раз потасую, достану. Но здесь тоже карта говорит скоро. Вот какое-то исправление в вашей ситуации скоро будет. Ну, в свое время, естественно. Но в течение года, в течение этого года, когда вы смотрите это видео, многое начнет как будто вот наконец-то меняться. Однозначно, раз эта карта вышла. Не сегодня, а завтра, да. Но вы на пути к этому исправлению. Это сильная карта тоже. Ну, давайте потасую еще, какие там у вас вопросы. Дети, может быть, да? Дети, родственники, что-то типа этого. Что по этому вопросу? Есть волнение большущее, действительно. Есть двойственная ситуация, где надо делать выбор, как не знаешь, как поступить, так или так. Вопрос у вас по поводу детей, родственников, ну что-то типа этого. По семерке жезлов здесь вопрос, ну как волнений больших. Может быть, ссоры есть, может быть, недопонимание есть по семерке жезлов. Это как вроде все хорошо было, и вдруг как-то не так, волнений много. А что дальше будет с ребенком, с мамой, папой, там, родственниками, сестрами? Ну вот что-то это, да? Что дальше будет? Шестерка кубков. Десятка кубков. Но шестерка кубков — это больше как переживание, действительно, как мне поступить, что делать. Но все-таки выход всегда есть по этой карте. Решение тоже есть. И не всегда вам надо это делать. Вам иногда надо со стороны посмотреть, и все решится само. Вот так карты говорят. В твоей жизни по-любому среди родственников все будет всегда хорошо. Где-то твое участие, но где-то и лезть не надо. Где-то подумай опять же о себе. Возьми свой бокал, как говорится, да, свой кубок. А остальные кубки не перевернутые. Они сами сделают, решат. И сами высшие силы их будут направлять тоже. Потому что вы связаны. Потому что вы любите этих людей. Но есть проблемы. Есть ссора, есть, может быть, даже до слез у кого-то, расклад общий. Может быть, страхи, опять же, по поводу родных людей из-за болезни, из-за чего-то там еще, да. Вот. Но это все вот как, да, двойственно, потому что где-то я уверен, все будет хорошо, и в то же, а вдруг? Ну, это двоечка такая вот идет. Нет, десятка кубков. Радуйся. Все хотят тоже видеть твое счастье и сказать: о, у нее все сегодня на лице хорошо, улыбается, значит, и у нас тоже будет хорошо. Ну, вот как будто даже вот такой жизненный ответ идет с этих карт. Ох, и странный расклад. Слушайте, действительно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам этот расклад. Вот действительно, напишите. Даже так вот в конце
здесь я даже хочу сказать именно вот такие слова: ключ, замок, язык. 3 слова. Почему-то именно в этом раскладе я хочу это сделать, потому что здесь очень реально сильный, энергетический такой вот шар вашей энергии, который действительно вам идет, вы его получаете. Я сейчас заканчиваю расклад. Я опять же скажу, я буду вот только на Ютубе вы это получаете, не забывайте. Вот, поэтому напишите здесь ключ, замок, язык в комментариях, чтобы действительно вы весь этот эмоциональный, энергетический, улучшающий свою жизнь, да, ком такой, да, энергии получили. Ключ, замок, язык. Ключ — это вы открываете, вы закрываете этот замок, да, открыли, зашли, закрыли, чтобы никто не лез. Ну, это так образно говорю, там много можно по этому поводу говорить. И язык — это когда надо, ты скажешь, поможешь, когда не надо, тоже пусть будет под ключом и замком. Да, вот как-то так. И оно у вас реально идет в гармонию. Вот кто до конца досмотрел, ключ, замок, язык, пишите в конце, в комментариях, и вы будете вот на волне с улучшением в вашей жизни. Дай Бог, да будет так, во имя всего святого. Пусть будет так, действительно. И сейчас я буду говорить еще молитву, как всегда, на Ютубе. Когда уже отключу, чтобы действительно и себя очищать, и вас, чтобы зло не подхватить, зависть тоже, такое. Вот так вот такой вот расклад. Давайте напоследок, что еще тут. Туз кубков в ваших руках, особенно те, кто досмотрел до конца. Вот он, весь этот стержень энергии. Весь расклад. Иди, ты правильно действуешь, не знаю, там, бежишь, не бежишь. Да, тут, кстати, карты говорили, что в попыхах, там, спонтанно, что-то там резко не надо. Подумай, все. Но бывают в жизни какие-то ситуации, когда действительно надо сделать что-то резко. Но тогда, если не получилось, не расстраивайтесь. Если получилось, значит, вот вовремя. Но специально бежим туда, надо успеть сегодня, уже столько времени. Не надо. Вам святые источники, вам еще больше возможностей откроют, если вы будете спокойно делать свое. Вы это почувствуете. Вы скажете еще тут даже этим ангелам, которые вот это посылают, спасибо. Ну все на сегодня. Так что тут на дне колоды. Аисты, в ваш дом благополучие и победа. Потихонечку, но победа к вам идет. Как понять? У кого-то это реально победа. Да, будет так, да? Вот, потихоньку, но на исправление. У кого-то победа — это как победа в отношениях, что наконец-то счастье пришло в дом, победа над болезнью, победа над какими-то ответственностями, которые уже просто тяжело. В общем, все хорошо. Все хорошо. Аисты — это сила, это такая вот хорошая энергия. Ну все, на сегодня точно все. Счастья вам огромадное, преогромадное. И да, ключ, замок, язык напишите, и напишите, выставлять ли такие видео, вот как сегодня, сложное, возможно, где-то непонятное, возможно, сначала даже вокруг и около, а вот потом уже типа ответ, да? Пишите, буду читать, буду понимать. Вот. Счастья вам огромное. До следующего видео. Не прощаюсь. Увидимся, услышимся. Все.